предыдущих видео по Zabbix мы разобрали установку операционной системы, первоначальную настройку, установку исходного кода самого Zabbix сервера, партицирование. Теперь разберем некоторые вопросы по настройке и добавлению узлов, а также сделаем небольшой обзор на уже действующей системе мониторинга Zabbix. Несколько слов о системе мониторинга Zabbix. Данная система мониторинга будет рассматриваться по большей части для системных администраторов, не для больших хостингов или интернет-провайдеров. В данной системе будут мониториться как сервера, виртуальные сервера Promox, железо. Это у нас будут мониториться жесткие диски, температура процессоров, объем оперативной памяти, файл подкачки. Дальше будет мониториться программное обеспечение плюс операционная система. То есть это будут мониториться службы будут перезапускаться, если данная служба упала. Также будут присутствовать обычные проверки, это в виде пинга проверки. Также будут веб-проверки на доступность различных веб-ресурсов. Проверка состояния по электрике, то есть это источники бесперебойного питания, проверки управления системой кондиционирования и множество других проверок. Некоторые проверки будут созданы вручную отдельно для каждого узла. Большинство проверок сделаны шаблонами, то есть шаблон прицеплен к узлам, и проверки в данном шаблоне мониторят все узлы, к которым он закреплен. Данная система абсолютно бесплатна, имеет открытый исходный код, имеет инструкции на русском языке, также форум на русском языке, имеется ресурс с шаблонами. Также всем участникам, зарегистрированным на данном ресурсе, также можно выложить свои шаблоны, чтобы другие участники могли их скачивать, и не участники, которые там не зарегистрированы. Также есть раздел платных услуг, то есть здесь можно взять платные услуги на поддержку и установку самого Zabbix. Зачем вам вообще нужна система мониторинга? Вы можете сказать, допустим, у меня здесь проверяется доступ по пингу каким-то скриптом, здесь он отображается, здесь у меня проверяются такие-то проверки. Либо мы вообще живем без каких-либо проверок и проверяем только вручную, когда у нас что-то где-то уже не работает. То есть зачем нам ставить какую-то лишнюю систему, выделять под нее железо, потом ее обслуживать? У нас в принципе и так все хорошо. Какие преимущества дает данная система? Здесь у вас все проверки находятся в одном веб-интерфейсе. То есть вы открываете панель и смотрите данные о проверках, где есть проблемы, где проблемы критические, где не особо критические проблемы. То есть вы мониторите все в одной системе. Далее, чем еще полезна данная система? Например, в каком-то регионе между регионом и районом где-то произошел обрыв связи. Например, просто-напросто завис маршрутизатор, либо модем. Вам придется вручную делать пинг между устройствами и смотреть, есть ли у вас связь или нет, то есть в каком месте произошел обрыв. Если же грамотно настроена проверка в Zabbix сервере, то вы сразу же увидите, в каком месте у вас падение и обрыв связи. Например, здесь у нас упал модем, через него идет вся связь, то есть здесь у нас весь район полностью отключится. Мы сразу же увидим то, что на этот модем у нас не идет пинг. Здесь ошибка. Все данные узлы будут иметь зависимость от данного модема. То есть остальное в ошибку не выйдет, выйдет только лишь один модем. Либо же у нас какой-то центральный шлюз упал, и у нас отключатся все районы. То есть, опять же, мы сразу же увидим данную ошибку. Либо же у нас где-то здесь упала прокси, и большинство портов идет через прокси, то есть часть ресурсов будет уже недоступна. Но мы также увидим то, что нам нужно поднять прокси. То есть это более удобно и быстрее для восстановления связи и определения места неисправности. Далее можно и заранее запланировать бюджет. Например, мы увидим то, что у нас уже из строя выходят жесткие диски, то, что там уже имеется большое количество ошибок, что их в дальнейшем нужно будет менять. То есть можем и заранее запланировать бюджет на замену жестких дисков. Либо мы смотрим то, что у нас на серверах уже программно подъедается много оперативки, то, что в дальнейшем нам придется делать апгрейд железа. Также можем запланировать бюджет на следующий год для модернизации данных серверов. Если данные проверки мы не проводим, и у нас уже получается перед фактом то, что уже, допустим, жесткий диск умер, и он уже не работает, и нам нужно его менять, а денег у нас на это не запланировано, как это обычно бывает. То есть в этом случае это тоже удобно. Также мы можем следить программно, где что идет не так с программным обеспечением, и что нужно доработать, и что нужно сделать. В этом случае мониторинг нам и заранее предупреждает, где уже пошло что-то не так, на что нужно обратить внимание. Сам мониторинг очень гибкий, то есть можно мониторить различными протоколами, можно выполнять различные команды на те или иные ошибки, можно запускать определенные скрипты. Также выполнение некоторых скриптов можно положить как на сам Zabbix сервер, чтобы снизить нагрузку на удаленный сервер,
либо же наоборот сделать скрипт на удаленном сервере и запускать его там. Решать вам, нужна ли вам такая система мониторинга или не нужна для вашего предприятия или вашей организации. То есть будете решать либо вы, либо ваше начальство. О данной системе мониторинга я, можно сказать, сказал только в 2 словах. Это только по нашей сфере. То, что мониторим мы. На самом деле здесь возможностей намного больше. Здесь я много что еще не перечислил из проверок. Взял такие основные элементарные проверки, которые нужно мониторить в любом случае. Также очень много других проверок, которые мониторятся. Перейдем к обзору далее. Для тех, кто зашел первый раз в веб-интерфейс Zabbix и непонятно, что, куда и где располагаться, желательно разбить для себя данные разделы. Мониторинг. Мониторинг подразумевает в себя отображение различных проблем. Это то, что вы будете наблюдать, то есть смотреть. Данная вкладка в основном никак не настраивается, только для выведения различных панелей, триггеров, оповещений и выполняемых действий. То есть данная вкладка, по сути, это только просмотр. Здесь особых таких настроек так таковых нету, только варианты отображения. То есть здесь можно еще вывести отчет, посмотреть, какие данные идут по определенным узлам в текстовом формате, в графическом формате, также в других различных вариантах. То есть здесь в самой вкладке мониторинг есть еще подразделы. Инвентаризация. Данным разделом я не пользуюсь, но здесь можно поставить инвентарники, поставить что-то на учет и просмотреть отчеты. Это для тех, кому нужно выпускать различные отчеты. То есть здесь сформировать свой отчет и выпустить его на принтер, либо оставить в электронном виде. Дальше вкладка настройка. Здесь у вас будут происходить все настройки всех узлов. То есть самая частая вкладка, куда вы будете заходить для настройки узлов, шаблонов, создавать группы узлов, шаблонов. Тут можно настроить автоматическое обнаружение узлов, чтобы их не добавлять вручную. Также здесь можно сделать обслуживание. Например, у нас стоит на 5 утра перезагрузка прокси-серверов, и чтобы от них не шли ошибки, там на 20 минут выставлено обслуживание. То есть данная вкладка здесь настраивается у нас в принципе все узлы, все проверки, все элементы данных. На элементы данных настраивался у нас оповещатель, то есть это триггер. Также у нас здесь веб-проверки, обнаружение различных проверок. Также здесь у нас находятся шаблоны, которые можно подгрузить, создать свои, сделать для них группы. Далее идет вкладка администрирования. На вкладку администрирования в целом вы будете обращаться не так часто. Здесь, так сказать, в основном разовые настройки, либо зайти что-то поправить. По идее, нужно начинать обзор создания узла сети, как добавлять узлы сети. Но мы начнем обзор со вкладки мониторинг, чтобы просмотреть, как уже сделано, например, у меня на образце, и понять логику, как нужно будет создавать узлы, то есть делать зависимости, делать для них группы. Также создавать имена с определенными триггерами, как лучше создавать узлы, то есть по постройке зависимостей, откуда начинать, в какую группу лучше включать. То есть сперва нужно было создать группу, допустим, для шаблонов, группу для узлов сети, группу для элементов данных, чтобы их в дальнейшем было удобнее распределять. Мы сперва сделаем обзор на панель, а потом уже исходя из панели мы рассмотрим, как, допустим, добавить какой-то узел сети. Потому вначале будем делать обзор на панель. Первая панель — это информационная панель. Она уже переделана, переименована. В данную панель можно включать следующие виджеты. То есть URL, то есть это внешняя ссылка какая-то, можно здесь разметить блок различного размера. Веб-мониторинг, график, классический график, дерево навигации карт сетей, то есть если у вас уже карта создана, сюда можно добавить также на основную вкладку карту, журнал действий, избранные графики, избранные карты сетей, избранные комплексные экраны, то есть комплексный экран в себя включает как карту сети, так, например, какие-то различные графики, это как единая получается комплексный экран. Информация о системе, карта сети, обзор данных, обзор триггеров, проблемы по важности, простой текст, состояние обнаружения, узлы сети с проблемами, часы. Дальше здесь подписываться название данной панели, например, служебные сервисы. Интервал обновления выбираться, как часто будет обновляться данная панель, выбираться группа узлов сети, либо определенный конкретный узел, откуда будут идти проблемы. Дальше исключите группу узлов сети, то есть которые, допустим, мы выбрали группу, а из этой группы нам нужно исключить какой-то один из серверов.
здесь можно его прописать как сервер исключения, который не нужно отображать. Либо можно выбрать просто узлы сети через запятую, либо один какой-то узел. Показывать узлы сети в обслуживании. Это если узел находится на обслуживании, но информацию об нем показывать. Также, когда вы выбираете, допустим, другие параметры, у вас здесь меняется значение по настройке. Также, если вам не хватает здесь настроек для графиков, можно поставить отдельный веб-интерфейс от Grafana и соединить его с Zabbix. Но, в принципе, в версии Zabbix 4 уже графики более стали допиленными. То есть, здесь появилось больше функций на создание графиков. В моем примере больше применяются графики классические. То есть, это старый график от версии, например, до версии 4 он был, там, версии 3.4. То есть, там применялись классические графики. То есть, в классический график можно включить уже созданные графики в узле, либо сделать график с данными из определенного узла. Новый же график подразумевает в себя сразу построение графика из нескольких узлов, то есть можно элементы включить с разных узлов, и это будет один график. Дальше у меня применяется по большей части это проблемы, то есть показываются проблемы, карты сетей нигде нет, часы простой текст применяется для баланса, часы это на панели Zabbix они есть, то есть отображается время сервера. Перейдем к обзору. Главная страница Zabbix сервера на веб-странице — это страница мониторинг. На данной странице отображаются различные уведомления, которые мы настраиваем сами. То есть данная вкладка, здесь она в основном идет только для просмотра. Здесь ничего не настраивается, кроме того, какие триггеры вывести, какие графики, какую информацию мы хотим видеть на данной панели. В мониторинге есть подразделы. Первый подраздел — это панель. Панель в данном случае уже переделана. Здесь у нас есть несколько видов панелей, то есть графики жестких дисков, графики загрузки процессоров, температура, графики оперативной памяти, графики температуры процессора, информационная панель. Первая информационная панель, вторая, нагрузка сетей, сетевой трафик, также нагрузку показывает и состояние самого Zabbix сервера. Например, возьмем информационную панель. Здесь данная панель, которая делит по часам отображения, появляется только тогда, когда на данной панели добавлен какой-нибудь график. Если графика нет, то данной панели здесь не будет. То есть в основном здесь применяется за последние, допустим, 3 часа, за последний час это в основном для графиков. Далее идут служебные сервисы, то есть идут основные сервисы. Данный раздел наиболее важный, то есть здесь показывают все основные каналы связи, где если какой обрыв. Также здесь указываются основные сервера, на которых могут быть проблемы. Здесь указываются, например, копии бэкапов, сделаны, не сделаны, то есть создалась копия бэкапа или нет. То есть сюда попадают основные важные оповещения. Ниже идут проблемы серверов, на которых расположена база данных. То есть с данных серверов сюда попадают триггеры. Триггер — это, так сказать, оповещатель, который показывает данную проблему. В триггер мы задаем имя проблемы, цвет проблемы. На каждый цвет и на каждое имя мы можем настроить свое действие. Далее у нас идут проблемы файловых серверов. Также здесь есть, сюда входят NAS. То есть с данных узлов сюда подтягиваются все проблемы. Потом идут панель проблем промоксов, проблемы прокси, VIPNet координаторов, проблемы телефонов. Телефоны мониторятся по веб-интерфейсу, по коду состоянию 200, а также по слову то, что они зарегистрированы. Если регистрация не прошла, данный телефон выпадает в ошибку и будет в дальнейшем перезапущен. Будет выполнена команда перезапуска. Далее идут проблемы FTP. FTP на данный момент уже нет, уже есть облако почтового клиента, то есть почты Zimbra и также другие веб-проверки. Далее идет раздел каналы связи, шлюзы, коммутаторы. Потом у нас идет раздел по питанию, то есть здесь располагаются источники бесперебойного питания всех районов, также питание головного учреждения. Также здесь располагаются умные розетки, которые рассчитывают нагрузку и показывают другую информацию. Далее идут проблемы самого Zabbix сервера, то есть здесь, если какие-то проблемы будут, здесь у нас выскакивает триггер. После идут графики. График нагрузки на сеть, то есть 3 порта в координаторе. Здесь у нас отображается баланс, в данном случае там подвис модем, данные не идут. USB модем нужен для отправки каких-то очень срочных оповещений по SMS. Далее у нас идет VPN канал нагрузка, канал интернета нагрузка, второй канал интернета и также еще один VPN. Также оттуда можно взять канал интернета.
Внизу вынесена табличка «Все информационные проблемы», то есть выделенные синим цветом триггеры. Здесь у нас отображаются входы на компьютеры, то есть кто вошел, во сколько вышел, либо не вышел. Далее здесь же у нас отображаются некоторые ошибки по жестким дискам. То есть, например, вот ошибки позиционирования блока магнитных головок. Это где стоят обычно диски, то есть мониторится по смарту. У большинства триггеров сделано описание, то есть когда мы наводим на триггер, здесь выходит описание, что это за проблема, что она значит. Также большинство триггеров переведены на русский, опять же для удобства в использовании. Как настроены данные панели? Нажимаем «Изменить», «Настройки». Здесь у нас тип проблемы, имя служебного сервиса, интервал обновления каждые 30 секунд, проблемы. Сюда добавлены группы узлов сети. Сюда у нас не входят информационные проблемы, то есть они вынесены вниз. Остальные проблемы по данным группам и узлам выходят. Здесь у нас стоит отображать только неподтвержденные, то есть если мы вручную подтверждаем данную ошибку, то есть она пропадает у нас отсюда, если она снова потом не возникнет. Сортировка записей по убыванию, то есть сверху самое новое, внизу старые. Отображать выбор времени. Отображаемое количество строк 100. Далее сервера. Проблемы серверов. Также, кроме информационных, выбрана группа, где занесены данные сервера. Ну, здесь, в принципе, те же самые настройки. По файловым серверам. Здесь файловые сервера плюс NAS хранилища. Промоксы. Здесь выбраны промоксы. Прокси и випнеты. Здесь выбрано две группы. Здесь выбрана группа телефонов. Здесь выбраны веб-проверки. Каналы связи и коммутаторы. Группа IPB электрика. Здесь выбрана группа Zabbix сервер. Графики выбран тип графический график, задано имя. Выбран узел сети, откуда берется данный график. Также выбран график классический, имя графика и узел сети, откуда берется данный график. Рассмотрим другие панели. Например, график жестких дисков. Здесь у нас просто сделаны графики по жестким дискам. Классический график, имя диска и откуда берется данный график. Так сделана вся панель. Графики загрузки центрального процессора. Сделаны они также. Например, можно сделать за 3 часа, за 6, за час. Графики температура промокса. Сделаны также классическим графиком. Графики оперативной памяти. Температура центрального процессора серверов. Здесь уже сделано новыми графиками. Нагрузка сети по районам в виде графиков. Состояние самого Zabbix сервера. Данные хранятся за 90 дней. На данный момент здесь занято 180 гигов. $22 000 проверок активных элементов, 396 узлов. В состоянии ОК, в состоянии, что все хорошо, 12 759.
Так, это у нас была вкладка «Панель». Далее идет раздел «Проблемы». Данный раздел можно использовать как фильтр. Выбрать нужные параметры, нажать кнопку «Применить», и здесь выйдут те проблемы, которые вы выбрали данными фильтрами. Далее идет вкладка «Обзор». Также здесь можно выбрать определенные группы, триггеры либо данные. То есть будет либо это текстовое значение, либо это будут триггеры. Также можно более жестко задать фильтр, указать нужное значение. Также можно дополнительно немного отфильтровать, то есть выбрать недавние проблемы, либо текущие проблемы, либо статус любой, состояние подтверждения, если было подтверждение, вручную выбрать с подтверждением, либо неподтвержденные. Также можно выбрать важность триггера, выбрать количество дней, допустим, не более 14, либо 7 дней, то есть показать за текущую неделю, имя триггера, чтобы убрать лишнее. Также можно сортировать по группе элементов и инвентарным данным узла. Далее идет вкладка «Веб-проверки». Здесь можно выбрать, например, все, либо можно выбрать какой-то определенный узел. Последние данные. Например, выбираем узел сети, например, источник бесперебойного питания определенного района. Здесь у нас по каким элементам идут данные, они отображаются. То есть где-то есть текстовые поля, где-то значения идут циферные. Также здесь можем просмотреть график. Например, по напряжению. Также можем просмотреть за целый день, как менялось напряжение в сети, либо за целый месяц. Можно выбрать значение, будет в виде даты и значения на текущую дату. Также, например, можно выбрать целую группу, например, файловые сервера. Группа элемента данных, например, возьмем то, что у элемента задана группа температура. И по данным серверам мы видим только лишь температуру. Опять же, если у элемента не задать группу элемента, то есть оставить его без группы, то отсортировать здесь в данном случае будет невозможно. И тогда откроются все элементы, и нужно будет прокручивать очень много элементов и искать то, что нам нужно. Либо задать по имени элемента, если элемент содержит одинаковое имя. Если же имена разные, то так задать не получится. В данном разделе очень удобно смотреть, поступают ли какие данные или не поступают. При создании элементов можно зайти в данный раздел и посмотреть, идут данные или не идут, и какие данные идут. Далее идет раздел «Графики». Здесь выбирается группа, узел и график на данном узле. Также можно посмотреть как график, так и значение. По фильтру выбрать, за какое время смотреть. Комплексные экраны в данном случае нужно создавать. Если вы что-то создавали, то у вас здесь будут комплексные экраны. Комплексные экраны подразумевают как карты сетей можно подтянуть, так и другую различную информацию. Карты сетей, карта локальная сеть. Здесь вынесены все районы, показана связь. И здесь также сделано отображение текущей скорости нагрузки на каналы связи. Также, если имеются проблемы, здесь будет выделено цветом того триггера, который сработал. Данная карта не совсем удобна, так как у нее нету масштаба. То есть, если она вот так открылась, то нужно прокрутить вниз и передвинуть ее в бок. Больше никак, либо просто уменьшить масштаб. При создании узлов желательно делать каждый узел отдельно. То есть, не то, что там, допустим, создать какой-то узел и занести туда несколько проверок. То есть, зачем создавать какой-то новый узел, когда можно занести пару проверок разных в один узел. Это будет не совсем правильно, так как их будет неудобно распределять на карте. Но, по-моему, в версии 4.2 уже есть, то есть можно элемент вынести на карту, а не обязательно узел. Но желательно все же создать даже из одной проверки отдельный узел, а не кучу проверок с разных узлов в один узел. Далее, при создании узлов нужно делать узлы от Zabbix сервера в сторону удаленности, а не наоборот. Так будет удобнее выставлять зависимости. Например, у нас отключился координатор. Мы получаем все ошибки из данного района.
Чтобы данной ситуации не было, мы задаем ИПБ у нас зависит от сервера. Сервер, допустим, у нас уже создан. Сервер у нас зависит от VIPNet. VIPNet у нас уже создан, а VIPNet зависит у нас от другого VIPNet. То есть, если у нас он выпадает в ошибку, все остальные у нас зависимые, ошибок у нас не будет. Если же создавать узлы с этой стороны, то есть мы сперва создали ИПБ. У ИПБ у нас зависимость создать нечего, так как у нас нет еще других узлов. Мы создаем другой узел, возвращаемся обратно в ИПБ, делаем зависимость. То есть нам каждый раз придется возвращаться, чтобы проставить зависимости. Имейте в виду, что узлы желательно добавлять от Zabbix сервера в сторону удаленности и выставлять на них зависимости. Далее по картам. Есть отдельно карта вся область нагрузка сети. То есть здесь просто показывается нагрузка определенных районов, кто сколько потребляет трафика. Далее идет раздел обнаружения. Если у вас включено сетевое обнаружение, то есть поиск по сети, либо, допустим, был добавлен какой-то узел, но он уже недоступен. То есть он пишет, сколько он дней либо доступен, либо недоступен. Данный раздел показывает, сколько времени уже доступен данный узел и, например, сколько данный узел недоступен. Либо данный узел отключен, либо он сломался, либо он на обслуживании, но данный узел не проверяется. Услуги. Здесь у нас ничего нет. Далее идет дополнительная интерактивная карта, которая была установлена отдельно. Данная карта умеет делать масштаб. Здесь выходит ошибка, так как данная карта написана на PHP 5, а на сервере установлена PHP 7. Здесь можно выбрать различные карты, например, такие как Яндекс и Google. Зеленым цветом выделены там, где все хорошо, красным, где имеются проблемы. Можно при нажатии на данный кружок, на данный район увеличить и просмотреть состояние. Здесь будет отображаться проблема данного узла. Также щелкнув на землю, глобус, мы возвращаемся обратно. Можно отобразить триггеры, закрепить их. Здесь будут перечислены данные проблемы узлов, которые вынесены на карту. Для того, чтобы данные узлы появились на карте, нужно в каждом узле зайти и проставить геолокацию, долготу и широту. После чего соединить данный узел с другим узлом. Это все, что касаемо вкладки мониторинг. То есть здесь мы уже настраиваем под себя, как мы хотим видеть данные проблемы, либо данный мониторинг, графики, триггеры и другие визуальные элементы мониторинга. Еще момент по информационной панели. Можно нажать на узел и выполнить некоторые действия, например, сделать пинг, доступ до узла. Данный узел доступен, как видим, пинг прошел. Также можно нажать на узел и перейти сразу к последним данным узла. Или же перейти в сам узел, нажав инвентарные данные узла. Здесь нажать узел сети. Также можно нажать на сам триггер. Нажать на его время, когда была выявлена проблема. Здесь мы видим детали триггера. Также здесь мы можем подтвердить проблему вручную. Данную проблему мы закроем вручную. Если проблема проявится снова, то она выйдет вновь. По картам сетей. Еще момент. Для создания карты нужно зайти в свойства и задать разрешение широта и высота. Данная ширина и высота здесь максимальные. Здесь имя карты, ширина, высота, фоновое изображение можно установить. Автоматическое соответствие иконок. Здесь задается вручную. Подсветка иконок можно включить, выключить. Также, когда триггер у нас изменяется состояние, допустим, на проблему решено, данный узел какое-то время обозначается стрелочками. Также можно задать доступ для карт. Например, если несколько пользователей у нас имеется в Zabbix, то есть кому будет видно данная карта, и сделать ее вообще публично, либо приватной для определенных пользователей или групп пользователей. Нажимаем кнопку «Изменить карту». Здесь можно добавить элементы карты, то есть, допустим, новый элемент. Для нового элемента можно задать изображение.
либо он будет узел сети, то есть здесь указываем узел сети, что это у нас за узел, выбираем из текущих узлов. Карта сети, триггер, группа узлов сети, изображение. Подпись. Здесь мы пишем название элемента, можно взять из узла сети, если это будет узел сети. Группа элементов данных можно не указывать. Дальше можно выбрать размер самой иконки, либо выбрать другой формат изображения. Далее нажимаем «Применить». Наш элемент поменялся. Далее передвигаем элемент в нужную нам сторону и соединяем элемент с другими элементами. То есть выбираются два элемента и добавляется связь между ними. Также можно добавить фигуру, то есть здесь квадрат. Тип фигуры прямоугольник, эллипс, линия. Шрифт, размер. Здесь задаются данные для фигуры. Далее, например, как выставлена скорость. Например, между коммутатором и файловым сервером. В данном случае прописаны данные от элемента. То есть скорость входящая, скорость исходящая, общая скорость. Данные элементы могут быть взяты как с агента, так же как SNMP или другие циферные значения. Если у вас в узле меняется сетевая карта, нужно данный элемент переделывать на соответствующую сетевую карту, иначе элемент будет писать неизвестно. Либо у вас поменялись порты. Опять же нужно переделывать. Далее выбирается тип линия, цвет линии. Дополнительные индикаторы связи здесь не выбраны. Это такой небольшой пример по созданию карты. Как настроить всплывающие уведомления, то есть триггеров. Нажимаем вот сюда на человечка. Здесь выбираем сообщение. Здесь выставляем галочку сообщения в веб-интерфейсе и выбираем важность триггеров. Данные триггеры у нас будут выскакивать справа вверху. Но есть некоторое неудобство. Когда мы производим какую-то настройку и сработал триггер, нас все время скидывает вверх. На версии 3.6 такого не было, то есть его было не видно, он там сработал и сработал. А тут же он, когда сработает, он скидывает вверх. Но, видимо, разработчики посчитали то, что если включено данное уведомление, значит мы хотим знать, произошла ли какая ошибка, либо что-то случилось. И чтобы мы не пропустили уведомление триггера, при появлении триггера нас перекидывает наверх. Также данный триггер содержит звуковое сопровождение. На каждую важность триггера разное звуковое сопровождение. В данном разделе очень много всяких различных настроек, о которых я не рассказал. И то, что там можно сделать, а только некоторую его часть. Данное видео и без того получилось слишком длинным, и следующий раздел из Zabbix мы рассмотрим в следующей части видео. На этом обзор завершен первой части, следующие разделы будут в другой части видео.